НАТО поддержит Беларусь. Демократическая, стабильная и процветающая Беларусь, непокоренная Россией, важна для НАТО. Президенты Литвы, Польши и Латвии обратились с письмом к генеральному секретарю НАТО, главам государств и правительств Альянса, призывая их принять меры по противодействию угрозам, исходящим от агрессивных действий России и ситуации в Беларуси. Письмо было направлено накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Почему это важно для нас? Для нас, белорусов. Лидеры 3 стран, ближайших соседей Беларуси и стратегических партнеров демократических сил, четко обозначили перед всем Альянсом те ключевые проблемы, которые мы также поднимаем в ходе наших международных контактов. Первое. Сотрудничество режима Лукашенко и России, которое ухудшает безопасность всего региона и создает угрозу независимости Беларуси. Второе. Соучастие и ответственность режима Лукашенко в войне против Украины. Третье. Размещение российского ядерного оружия в Беларуси, что обозначено в письме как уже свершившийся факт. Четвертое. Перемещение Пригожина и группы «Вагнер» в Беларусь, которое рассматривается как в едином контексте с проблемой ядерного оружия в Беларуси и создаваемыми таким образом совокупными угрозами для региональной безопасности, так и в контексте возможного провоцирования новой волны нелегальной миграции и гуманитарного кризиса на границе Беларуси и стран ЕС. Лидеры Польши, Литвы и Латвии призывают членов Альянса показать России, что НАТО видит все эти угрозы и готово использовать все возможные средства для противодействия им. Отдельно они отмечают, и это очень важный момент, что белорусский народ нуждается в четком послании НАТО о том, что демократическая, стабильная и процветающая Беларусь, непокоренная Россией и неиспользуемая Кремлем в своих интересах, важна для Альянса. Фактически мы можем говорить о том, что в данном письме отражена общность позиций Объединенного переходного кабинета, Офиса Светланы Тихановской, Народного антикризисного управления и наших ближайших союзников. Той позиции, которую мы доводим в ходе встреч с президентами, премьер-министрами, министрами иностранных дел и послами государств Европейского Союза и прежде всего наших соседей Польши, Литвы и Латвии. Это заявление можно рассматривать как шаг по выработке общей стратегии Демсилы Запада по Беларуси, предполагающей привлечение режима Лукашенко к ответственности за его преступления, защиту независимости и суверенитета Беларуси от России и необходимость предложения альтернативы для демократической Беларуси в противовес имперским проектам России. 28 июня в Брюсселе состоялось первое заседание контактной группы Европейский Союз, Беларусь, создание которой институциализировало взаимодействие Демсил и Евросоюза для разработки именно общей стратегии по Беларуси и противодействию общим угрозам для Европейского Союза, Украины и Беларуси, исходящим от режима Лукашенко и России. И тем важнее видеть, что данная тема развивается и фактически находит отражение в вышеупомянутом письме президентов Польши, Литвы и Латвии, генеральному секретарю и лидерам стран НАТО. Нам важна общая, проактивная, именно проактивная стратегия и активные союзники в лице стран-соседей для восстановления нашей независимости и содействия демократическим устремлениям белорусского общества. Мы можем рассматривать данное заявление от имени 3 государств, членов Европейского Союза и НАТО, как четкий месседж в поддержку суверенитета Беларуси и необходимости выхода Беларуси из неоимперских интеграционных проектов России, начиная с союзного государства и заканчивая СНГ, о чем было принято соответствующее заявление Объединенного переходного кабинета 24 июня, в тот день, когда в России был начат мятеж. И мы продолжаем работу. Мы не остановимся ни на один день.